Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнёры, и сегодня говорим про BISWAP, посмотрим, что у них произошло за последнее время, какая цена токена, какие перспективы, ну и так далее. BISWAP, в общем-то, не стоит на месте, у него регулярно каждый месяц появляется новое партнерство. То есть вот партнерство там с Iguverse, там партнерство там с Llama, с Bifi, партнерство, вот, например, с Binance, ну как вы знаете, то есть Binance Labs является спонсором биржи BISWAP, потому у них как бы Binance регулярно делает упоминания, там твиты и там совместные акции с Binance. Вот, например, последняя акция это у нас, да, BISWAP и Binance Secret Santa Promotion, то, что вы видите там на бирже Binance, гифт-карты, все дела, розыгрыш на 70 тысяч долларов. Допустим, из последнего на бирже BISWAP был введен экспертный режим торговли. Вот видите, здесь есть баннер, можем, в принципе, клацнуть на него. Но это нововведение касается именно обмена. Вот здесь клацаем галочку Expert Mode и вуаля, ребята, у нас получился практически привычный нам торговый терминал. Покупать, продавать стало намного удобнее, ну кроме того, что мы как бы видим график, мы можем удобно себе указывать количество, которое мы можем купить, допустим, хотим купить 100 BSV, либо же мы можем указать, хотим купить не на 100 BSV, там, а на там, 50 долларов, и автоматически идет пересчет, но стало, в общем-то, удобней. Также появился у нас, да, такой вот ползуночек, который, исходя из вашего баланса, да, там будет указывать в процентах, купить там на 25, 50, 100%, ну, все, в общем-то, как обычно. И мы видим торговую историю, ну, в общем, похожий, типа, биржевой стакан. В разделе Earn мы можем зайти в раздел Launch Pool Stake BSV, там мы можем наблюдать наши дабл-пулы, которые выходят каждую неделю, то есть у нас их примерно 4 штучки в месяц выходят, и выходят они с довольно неплохими процентами. Стартуют они, конечно же, там с сотен, даже там тысяч процентов, но там довольно быстренько они спускаются, сейчас уже в район 32, ранее они держались в районе 50 эти проценты. Чтобы ничего не пропускать и как бы максимально быстренько перекладываться, выходит новый пул, нам выгодно из старого пула забрать, переложить в новый, там, по крайней мере, в течение первого дня будет процент повыше, ну, я вот так вот, в общем-то, перекидываю деньги из старого пула в нововышедший. Ну и для вас я веду вот эту вот табличку, где мы видим, что у нас в даблпулах, ну, реально топовые монетки. То есть BNB, BTC, Эфир, Ripple, Doge, ADA, Matic, Link, DOT. Все эти монеты, в общем, топ, и я их не продаю, я их храню. Вот, допустим, 2 недели назад, 23 числа, да, выходил даблпул с Матиком. И если мы сюда заглянем, то вот получается у нас за 2 недели капает там 2,5 доллара. Ну, за месяц там капает 4 с копейками, 4,5 до 5 долларов в токенах BSV и плюс-минус столько же в токенах второй валюты. Ну, в данном случае с матиком. То есть максимальный лимит это у нас 1500 в даблпуле. И срок пула этого месяц. То есть не более месяца вы можете держать в этом пуле. И потом он просто прекращает свое действие. И получается, стейкая 1500 монет, мы зарабатываем там 8-9 долларов в месяц с одного пула. Для того, чтобы даблпулы вам были доступны, нужно иметь 500 токенов BSV в Holders пуле, вот в этом пуле. Это пул, в котором идет лог на 90 дней. Как видите, на этом аккаунте у меня здесь уже прошло 60 дней, 61 день, то есть 2 месяца уже здесь денежки лежат. И через 29 дней я смогу отсюда их забрать без комиссии. Вы их можете в любое время, конечно, отсюда забрать, но вы заплатите комиссию 25%. Но это специальный пул, который дает определенные бонусы для участия в разных играх, ланчпадах и так далее. Об этом я рассказывал уже много раз. Также стоит сказать, что будет с пулом. Вот, допустим, прошло больше месяца, вы про него забыли, вот не пользовались моим вот этим вот файлом, он именно для того, чтобы не забывать забирать деньги вовремя, чтобы они работали всегда и ни одну секунду вы не простаивали. Ну, допустим, вы забыли, вы заходите и не видите здесь деньги, что делать? Вам нужно будет просто переключить на вкладку Inactive. И вот здесь вот будет ваш пул. Ну, еще поставить, естественно, галочку Staked. То, что у вас застейкано. Ну, я ничего не провтыкал, потому у меня здесь ничего нет. Если же вы продержали больше месяца, то они у вас будут здесь, в разделе Inactive. Давайте забежим еще у нас в NFT Earn. Как вы помните, было у нас две игры. Там было BISWAP Staff Game. Ну, там это был разновидность стейкинга. И была крутая, супер-мега приятная игра. Это игра в кальмара от BISWAP. И после того, как она закончилась, она просуществовала там, по-моему, год. После того, как она закончилась, у нас осталось довольно много персонажей, там автобусы, игроки. И нам обещали, что будет возможность их обменять на другие NFT-шки. Там тоже, опять же, были разные вопросы, голосования, думали, передумывали. В общем-то, весь этот процесс надолго затянулся, но в конце концов это было сделано. И если вы зайдете в раздел NFT,
там NFT Earn, неважно, заходите сразу потом на вкладку NFT Exchange, и именно здесь есть и была возможность обменять на вот эти вот новые NFT-шки. Но для этого нужно было довольно много энергии, то есть первый пул был на 200 тысяч, нужно было суммарно, чтобы у ваших игроков, там плюс автобусы, было 200 тысяч энергии. Тогда вы могли обменять на это на NFT-шки первого уровня. Для NFT-шек второго уровня, видите, нужно иметь уже 500 SE энергии. Ну и количество этих NFT-шек ограничено, видите, второго уровня их 20, третьего уровня там нужно миллион энергии, их вообще будет 10. Там можно их обменивать в перемешку, там робики с игроками и автобусы немножко как бы отдельно. Ну вот мои игроки, если нажму выбрать все, у меня осталось там на 8000 энергии, все остальные игроки у меня распродались. Ну и также басы, видите, можно их обменять, но тут максимум 25 надо. А в автобусах, ребята, это указано не количество автобусов, это указано количество мест в автобусах. То есть нужно 25 мест. Это можно набрать там 1, 2, 3, 4, 5 местными автобусами. То есть нужно выполнить вот это вот одновременное условие. И автобусов на 25 мест, и 500 тысяч энергии. Ну, раньше было 200 тысяч энергии, и что-то в районе там 10, по-моему, мест в автобусе нужно было для обмена. Ну, если у вас есть, то как бы обменивайте, не затягивайте, если вы их не решили еще продавать. Давайте теперь глянем, что такое Collectibles. Что это же за NFT-шки, что они давали. Заходим на Marketplace, нажимаем вот на Collectibles. Их тут всего не так уж много. 142 штуки, то есть всего лишь 112 человек смогли получить 142 эти NFT-шки. И минимальная цена у них 390. Но это самая как бы днищенская. Как видите, здесь есть типа $1500. А ну-ка, левел... Есть левел 5, ребята, 32 тысячи, 200 тысяч долларов. Ну, это эксклюзив, короче. Считай, что их нету. Допустим, левел 4. Ну, NFT-шки красивые, да, не 3D-шные, спору нет. Но давайте посмотрим, допустим, на какой-то левел 3, вот в виде Локи, что они дают. То есть, эта NFT-шка принесет вам кэшбэк. Видите, здесь есть 30 тысяч. То есть, она суммарно вам может насобирать кэшбэка. Процент кэшбэка вот 7%. Также, имея вот эту NFT-шку, у вас получается, вы получаете от обмена, но плюс 0,8%, это, я так понимаю, к тому, что у вас уже есть с рефералов, плюс 0,3, с ланчпула, плюс тоже 0,3. Давайте сейчас возьмем какую-то другую NFT-шку, там, допустим, крутую, давайте возьмем самую, посмотрим, чисто по приколу. То есть у нее кэшбэк 50 тысяч BSV, она сможет вам вернуть, 15% она возвращает. Это именно возврат идет вашей комиссии, что вы торгуете, возврат 15% комиссии, 1% от рефералов и 0,5 от фарма и ланчпула. То есть, ну, 50 тысяч BSV будет именно кэшбэк, то есть это ее цена, в принципе, не может быть меньше, чем 50 тысяч BSV. Ну, стоит она, допустим, 160 тысяч BSV. Если же глянем на первый уровень, ну, классные NFT-шки, конечно, смотри, Optimus Prime, Человек-паук, Пират, это C-3PO, Дарт Мол, Капитан Америка и Звездный Лорд. Да, простая NFT-шка имеет кэшбэк. Смотрите, вот 10 тысяч, даже человек уже себе вернул 1000 BSV в виде кэшбэка. Ну, кэшбэк такой маленький, 2,5%. Ну, в целом это было так себе, в общем-то, затея. Обмен, я бы не сказал, что чего-либо стоил. А теперь, ребятки, давайте перейдем на DEX Guru. И чем мне нравится эта площадочка, то, что у нас здесь есть полная история графика BSV. Да, ну и как мы видим, у нас тут 27-го, точнее, был лютый памп еще на самых началах, где BSV доходил до цены $4.23. Ну, это, конечно, был хайп, памп, все дела. Нас больше интересуют пики, которые были раньше. Как мы видим, вот второй пик был 2.50. Потом был пик вот $1.90, вот там $2. Ну, у нас по факту вот получился вот такой вот не кисленький вот коридорчик, да, там от 2 и с двумя зонами. Первая зона там 60 центов, вторая зона там 28 центов. Долго мы вот тут здесь полировали вот эту вот цену в районе там 30-очки, но все-таки, да, мы ее вот продавили и сейчас находимся в районе 20 центов. И как видите, уже идет у нас такой довольно длинный спад, уменьшение волатильности, уменьшение падения и полное отсутствие объема. Здесь, то есть, никто не продает и никто особо не покупает. То есть, ну, в таких именно боковиках, боковик у нас уже идет довольно большой, но вот по факту, вот после вот этого падения, ну, вот с мая, ну, максимум с июня у нас идет уже более чем полгода вот этот боковик. Я свои монетки держу и даже потихонечку их докупаю. То есть, если у нас
прилетит еще какой-то очередной лебедь, там крах эфира, там бардак с Binance, то, конечно же, цена у нас может куда-то там укатиться в район даже там 15, кольнуть и так далее. Там я тоже буду покупать. Токен я, ребята, держу. Я, в общем-то, верю в этот проект. Все-таки Binance его поддерживает, и это топ-2 биржа на Binance Smart Chain. Думаю, все-таки мы еще увидим наших 2 и 3 и даже 4 доллара за эту монету. Ну и кроме того, у нас вот есть здесь гигантская дыра, ну как минимум на доллар, с вероятностью 99% закроем. Так что сейчас небольшими частями набирать токен имеет смысл. Давайте сейчас посмотрим немножко на цену. Смотрите, BSwap сейчас имеет цену 20 центов за токен BSV. Рыночная капитализация 73 миллиона. Если мы посмотрим на Pancake, его капитализация 610 миллионов. То есть он там в 8 раз крупнее по капитализации, но цена токена 3.85. Если мы возьмем 3.85, разделим это на 0.2, мы увидим, что разница в цене 20-кратная. В то время как капитализация 610 разделить на 73, всего лишь 8-кратная разница. То есть токену, ну, есть куда расти. То есть цена токена, ну, должна быть как минимум вдвое больше. То есть там 40, там 50 центов. Даже по сравнению с панкейком, это несмотря на то, что панкейк у нас недавно был еще 10 долларов. А сейчас уже он стоит 4 доллара. Также, если мы посмотрим, что максимальное предложение панкейка у нас 750 миллионов. На данный момент выпущено, ну, чуть меньше половины. И его, ну, была бы полная капитализация, если бы сейчас в обороте были все 750 миллионов, его 2,8 миллиардов. У BSV же всего токенов 700 тысяч, и сейчас уже выпущено 410 миллионов. У BSV идет большой процент монет на сжигание. Если прокрутить вниз сайта, мы можем увидеть эти показатели. Total supply здесь уже 410, CoinMarketCap немножко отстает. И сожжено уже 40 миллионов токенов. То есть 10% от того, что сейчас в обороте, сожжено. То есть, если такие темпы будут идти, то у нас будет не 700 миллионов суммарно, а будет там 630 в теории вообще максимально. То есть, здесь статистика тоже в пользу BSwap. И максимальная рыночная капитализация у BSwap будет всего каких-то жалких 144 миллиона, если бы в обороте было сейчас 700 тысяч токенов. Ну, 700 миллионов, естественно, я имею в виду. Так что, на мой взгляд, токен BSV очень хорошо стрельнет у нас на бычьем рынке. Если мы в меню нажмем на Mo, и здесь мы увидим раздел Voting. Поскольку это у нас DEX, здесь многие вопросы как бы решаются с участием комьюнити. Ну, по ставгейму у нас носились изменения, да, там по стейкингу NFT, по обмену, здесь это все дело обсуждалось. Так же, как и обсуждалось, например, BSV Emission Reduction. То есть было голосование, где комьюнити задавался вопрос, то есть стоит ли там изменять скорость выпуска токенов BSV. То есть, ну, речь шла о его уменьшении. Если изначально было у нас 20 токенов за блок эмиссия, то голосовались для его уменьшения, то есть в сторону 16 и в сторону 17. Как видите, большинство абсолютно людей проголосовали за уменьшение с 20 на 16. То есть у нас сейчас получается за месяц идет эмиссия 13 миллионов токенов. Давайте мы как бы нехитро посчитаем. Если у нас, допустим, вот было 700 миллионов минус 410, то есть у нас осталось 290, и это мы поделим на 13,8, по-моему, да? Давайте прокрутим вверх. На 13,8, да, на 13,8. Это у нас 21 месяц, ребята. Через 21 месяц, то есть менее чем через 2 года, эмиссия монет закончится. Ну и в целом мы уже рубеж как бы преодолели. Больше половины уже выпущен. Так что, ребята, такие, в общем-то, у нас дела. Сейчас еще в связи с новогодними праздниками на BSwap проходит много разных акций. Ну, я постараюсь об этом записать в следующее видео. Ну, а график, в общем-то, довольно привлекательный. И все, что ниже 30 центов, это хорошее время для покупки данного токена. Ну, это, ребята, мое мнение. Вы же думайте своей головой. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Также, ребята, присоединяйтесь к сообществу BSwap в любой из удобной для вас социальной сети и к программе Space Agent для популяризации нашей DEX.